Так, сегодня у нас такая ничем не примечательная коробочка из рубрики «Новинки из мусорной корзинки», а именно наборчик от MSD Microscale Design, он же бывший макет, полевая гаубица 150 мм ZIG-33, он же German Field Howitzer. Такая вот боксартик такой у нас, который из себя представляет просто такое схематическое 2D изображение на каком-то абстрактном фоне. И вот у нас еще есть такое сбоку изображение артиллериста, видимо, и снизу такая есть подпись: набор включает фигуру и модель гаубицы. Соответственно, фигура каким-то образом, видимо, должна взаимодействовать с гаубицей, но каким образом именно она помещается на гаубицу или куда она должна там помещаться, об этом боксарт нам ничего не говорит. Только говорит о том, что есть такая вот фигурка, видимо, достаточно позднего немца в камуфляжном таком куртке. Так, на боковиках у нас ничего примечательного нет. Как обычно, в МСД растесты, которые уже устарели, то есть коробка произведена, видимо, достаточно давно. И некоторые другие наборы MSD на этом боковике, который, пожалуй, интересно только тем, что вот этот набор, по-моему, советского трофейного броневика, этих самых венгров, видимо, захваченными венграми, я ни разу в продаже не видел. Мардер в таком боксарте, по-моему, от MSD я тоже никогда не видел. И вот этого тоже, вот эту вариацию того же самого ФАИ, по-моему, если я не ошибаюсь, броневика, который у нас вот здесь есть, я тоже никогда в продаже не видел. То есть такое ощущение, что это уже набор, который сейчас выпускаются. А вот дефолтный ФАИ, по-моему, от MSD у меня был этот броневик. Ну, сзади ничего нет, как бы тут экономим. Что по самому набору можно сказать, что, собственно, небольшие изыскания на соответствующих модельных сайтах дают, в принципе, предвидимую такую для MSD картину, что, в общем, набор достаточно древний, изначально, судя по всему, разработан фирмой Allen, судьба которой мне, как бы сказать, предыстория неизвестна, российская, наверное, или тоже какие-то там перекупленные пресс-формы, понятно у кого, не знаю, не копал. 2000, по-моему, оригинал 2002 обозначен, по крайней мере, по данным интернета, 2000 каким-то вторым годом. Далее, по-моему, 4 раза он перепаковывался разными фирмами. При этом боксар тоже, в принципе, не менялся. Тоже какой-то, если не ошибаюсь, у кого-то там был изначально взят. По-моему, такой же боксар появился в ипостаси, собственно, макета. Изначально у Алана был другой боксарт, а вот у Арка, который также пакует эти самые гаубицы, льет тоже исходный алановский боксарт. То есть даже боксарт новый не рисовали. Единственное, в чем прикол, что в интернете я по данному артикулу нашел, что набор шел изначально от макета, но в последней своей итерации фигурка была на боксарте другая нарисована. То есть, видимо, фигурка тоже поменялась. Вот это, видимо, самое новое, то, что привнес макет данную модель. К лучшему или к худшему пока неизвестно, надо смотреть внутрь. Так что, так сказать, окунемся внутрь коробки. Что нас сразу встречает? Так, отодвинем в сторону, будем смотреть по порядку. Хотя, наверное, будем смотреть с бумаги, как обычно, но раз я уже схватился за литник с фигуркой, то можем взглянуть на нее. В общем, действительно, литник с фигуркой, судя по ее виду, это действительно вроде бы та фигурка, которая нарисована в боксарте. Собственно, у нас тут присутствует немец в полевом кепе с камуфляжной курткой, с биноклем также, и с кобурой, и какими-то еще тут дополнительными аксессуарами, которые я не помню, для чего нужны. Так, ну в инструкции посмотрим сейчас, собственно, говорит ли нам инструкция что-то о
фигуре, помимо самой модели. Так что заглянем в инструкцию, которая у нас, что неудивительно для набора, состоит из двух простых листов А4, ничем не скрепленных. Ну, единственное, что качество печати в целом достаточно такое, ну, хотя, по крайней мере, приемлемое. Так, на первой страничке у нас стандартная... ну да, на первой страничке у нас видно, что на самом деле инструкция у нас тарка. Но это, если не ошибаюсь, фирма MSD Макет, которая, по-моему, где-то там даже пишет, что у них ни декали, ни инструкции, по-моему, могут не входить в комплект. Не знаю, что там за история у них с арком. То ли это одни и те же ребята, то ли они продают арку, и как бы, когда у них лень свою инструкцию делать, они просто то, что у них осталось от распечатки арка, кладут. Но это, кстати, не первый вариант, да, то есть мы внезапно узнаем, что инструкция вот конкретно у нас от фирмы Arc Models. Ну да ладно, не суть. В общем, мы здесь видим интересную информацию о том, что деталик в Мамборе 151, длина пушки будет 127 мм. Ну, кстати, деталик не то чтобы для такого орудия вроде много, ну, длина, понятно, небольшая, историческая справка присутствует. С 1933 года, да, то есть это, в принципе, не такая еще не Первой мировой войны орудие, а второй уже, 1933 год. Специальные фугасные, 1400 с половиной тысячи орудий было произведено. Ну, то есть такая, видимо, рабочая лошадка, в принципе, рейховская. Дальше у нас все идет, собственно, сборка по шагам. Ну, то есть, понятная инструкция того же Алана, скорее всего, из незапамятных времен. Поэтому просто откопировано. Ну, по крайней мере, все выглядит достаточно четко. Собирается тут ствол, там, к сожалению, в орудийной терминологии, что там, как называется, я не силен, там казенники орудия всяческие, вот это вот все. Ну, тут вот этот, собственно, лафет, то есть деталей, в принципе, достаточно много, то есть всякая мелкая мелочевка крепится. Вот у нас есть тут дополнительные подписи о том, что можем собрать, так сказать, как буксируемый, ну, в смысле при буксировке вариант, так и на позиции, об этом напишут. То есть всякие различные рычаги там, зацепы ставим по-разному. Дальше сразу прыгаем к 6-му шагу на другой страничке, где нам рассказывают про сайт VAR-EE, Scale Modeling and Military History, а также еще про сайт Detail Scale View, Scale Models Reviews and Life. Не знаю, это что, им рекламу оплатили, они сами эти сайты содержат. Честно говоря, в инструкции от арка впервые вижу. Может, раньше не обращал внимания. Так, здесь у нас рассказывается, эта часть у нас, кстати, краски, да, указаны кое-где. Но, по-моему, насколько я понимаю, вот в этих секторах, этими пиктограммами обозначены краски. Ну краски у нас будут. Я вот не совсем понимаю, что это за деталь, хотя вот смотрю на нее очень упорно, но я что-то не могу даже сообразить, что именно это такое и куда оно потом ставится на готовую модель. Удивительно. Что это? Вот реально, что это? Я не понимаю. Ну не банник же это для ствола, потому что я смотрю, как собирается дальше. Ну ладно, видимо, дальше секрет будет раскрыт. Ну тут ставятся дополнительные детали к лафету, всячески приделываются. Право-лево. Переходим к последнему листу. Ну и как ни странно, что-то понятнее не стало, честно говоря, что именно это была за деталь. У нас там такая подсборка большая, потому что я, что удивительно, то есть 8-й, 9-й и все, да, и 10-й это шаг последний, так понимаю. Что удивительно, такое вот создается ощущение при взгляде на инструкцию, что она как-то оборвалась на полусловие, потому что я, собственно, ну, понятно, как колеса ставить я вижу, но на последнем шагах инструкции, например, не видно, как орудийный щит устанавливать. То есть он просто собирается, а куда его девать потом, как бы к чему его крепить, совершенно не написано.
Ну, тут зато есть мини-инструкция о том, как всякие снарядные ящики и тут, собственно, под сборки снарядов у нас тут собираются. Обозначены, видимо, кстати, декали. Нет, не совсем декали, это детали все-таки. Просто, ну, декали вроде какие-то обозначены, наверное, на снарядах, то есть какие-то подписаны, хотя... А в наборе, как мы, собственно, можем от МСД ожидать, никаких декалей нет. То есть это, как мы уже узнали, собственно, по нашему предыдущему ревью, что МСД макет не считает нужным класть в набор декали. Они, по-моему, даже... Ну, в этом наборе я об этом не видел, кстати. Может быть, где-то мелким шрифтом и пишут. То есть это декали тут нарисованы для варианта арковской модели. Соответственно, тут вариации тут на африканский корпус, видимо, на даже именно вот какой-то этот есть. Тут у нас, видимо, будет только камуфляж. Никаких декалей нам не положено. Ну, как мы в прошлый раз выяснили, может быть, это и к лучшему, потому что иногда как бы это самая такая сердобольная натура МСД, она все-таки их сподвигает бросить какие-то декали, но, как оказалось, они иногда в коробке с танками бросают декали от самолетов, поэтому, может быть, действительно без декалей лучше. Дальше данной краски, то есть без какой-то привязки к производителю, просто цвета. Ну, в принципе, это хоть что-то. Тут кто-то у нас ляпнул грязным пальцем. Ну, написано, что орудие окрашивалось в серый цвет или песочный, африканский. И схема трехцветного камуфляжа представлена на верхней стороне коробки. Да, как это инструкция от коробки Арка, то у нас, конечно же, никакого камуфляжа на верхней стороне коробки не представлено. Но мы можем всегда, собственно, посмотреть это в интернете в изображениях той же арковской коробки. Так, ладно, смотрим литники. Кстати, кроме внезапно литника с фигуркой, литников-то всего 2 у нас получается. Даже удивлен, как они впихнули столько деталей на 2 литника. Вот первый из них, собственно, у нас тут присутствуют колеса из 2, по-моему, деталей, там части щит, собственно. Вот эта загадочная для меня деталь, я не могу совсем понять. Это какой-то боеприпас очень специфический для этой гаубицы или что это? Потому что пока я не понял, что именно. Инструкция как-то вот не проясняет этот вопрос, но я признаюсь, это военная история артиллерии, немецкой артиллерии, особенно я не силен. Ну, тут всякий дополнительный шанец тут присутствует. В принципе, по качеству литников, ну, не сказать, что для такой цены, как бы, что все достаточно слабо детализировано, местами замылено. Ну, как сказать, не видно какой-то большой ажурности, но, в принципе, вот на тех тонких всяких местах вроде бы каких-то больших проблем я не вижу. То есть на гладких поверхностях всяческих таких, то есть облой тоже нигде не выступил. То есть, в принципе, ну, пресс-форм вроде бы, наверное, нормальный, потому что, ну, я не думаю, что уж таким огромным спросом пользуется данный набор, что прям они уже успели сильно ухайдокать пресс-формы, но в целом все такое, ну, достаточно, в принципе, для такой цены, ну, наверное, приемлемо. То есть, как оно будет сходиться, конечно, потому что там всегда сюрпризы в случае этих наборов, то, конечно, неизвестно. Ну, по крайней мере, отлито оно вроде плюс-минус нормально. Вот опять же у нас детали лафета, опять же щит, по-моему, тоже детали. Вот данные у нас, кстати, из дополнений нам насыпали канистры, наверное, водяные, скорее всего, хотя не очень понятно, с чего вдруг они решили к орудию именно канистры дать. Так, ну, собственно, детали канистры, детали снаряда в дополнении. Тут, по-моему, где-то ящики, да, вот ящиков что-то я сходу и не вижу. Наверное, да, вот, наверное, вот это ящики у нас. Всяческие снаряды, мелочевка, всяческие приборы с помощью, ну, как сказать, приборы, в смысле, механизмы прицеливания там и так далее. Нужный ствол, собственно, вот у нас, понимаю, это, собственно, у нас ствол есть.
ствол, да, у нас вот дан из двух, собственно, деталей, что ничего удивительного. Ну, как бы, что-то тут зашпаклевать, конечно. Ну, нижний шов, наверное, не будет особо виден, верхний. Ну, тут, как обычно, как бы, две детали ствол, это, ну, типа, что еще стоило? Это было бы очень удивительно, если бы они каким-то образом изловчились достаточно толстый 150-миллиметровый ствол, изловчились бы сделать одной детали. Колесики, видимо, для транспортируемого варианта или что, я не знаю. Хотя инструкция, я, честно говоря, не припомню, чтобы они где-то участвовали. Именно эти колеса. Как бы. Ну, как бы никаких раздвижных сторонин у пушки нет, то есть у нее такой цельный лафет, который является упором, так что там единственный транспортируемый вариант и вариант в боевом положении, они, по-моему, только положением некоторых там этих самых регулировок отличаются. Ну, все то же самое, снаряды, как бы все литье, в принципе, наверное, приемлемо для такой цены набора, поэтому как-то что-то дополнительно тут сказать, ну, сложно. Вроде бы вся мелочевка нормально, облоя нет, ни проливов я не заметил. Вот тут только некоторые странные места, но какие-то дырки. Ну, возможно, кстати, как раз не пролив. Да, наверное, это не пролив и есть. Придется шпаклевать. Ну, в принципе, это ожидаемо, неудивительно. Так что сказать особо по набору прям вот как-то больше-то и нечего. Единственное, что инструкция достаточно странная. Как и ожидалось, куда приделывать нам фигурку и вообще как она должна с данным набором взаимодействовать, узнать не удалось. Вполне возможно, фигурка вообще закинута от какого-нибудь совершенно другого набора, просто чтобы избавиться от излишних отливок, да, то есть вполне возможно, это какой-то артиллерист какой-то самоходки просто сюда закинут и вообще никоим образом не пришьешь его к этой пушке. Но будем надеяться на лучшее. В крайнем случае будет использован в каком-то другом наборе. Рассказывать особо нечего. Так что, в принципе, на этом у нас рассмотрение 15-сантиметровой гаубицы СИГ-33 закончено.